Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту зиму 2024-2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Это зима эмоций. И будем с вами планировать декабрь, январь и февраль. Ну что, ребят, этот гороскоп, он подекадный. Я рассказываю про события, что будет происходить на небе для каждой декады водолеев. Для того, чтобы вы понимали, что для каждой декады аспекты работают по-разному. И в жизнях у людей происходит тоже по-разному. Поэтому да, водолеи первой декады, кто родился в январе, водолеи второй декады, кто родился с 1 по 10 февраля, водолеи третьей декады, кто родился с 11 февраля и до знака зодиака Рыбы. Вот такая градация. Ну что, готовы? Поехали. Итак, ребят, у нас в этом декабре, на самом-то деле, я скажу, вот если коротенько про декабрь, да, то он очень активный, мощный, насыщенный. По крайней мере, планов много, эмоций много, потому что действий много. В первой неделе декабря у нас развернулся в ретроградное движение Марс. Он у нас сейчас в ретроградном движении находится пока во Льве. С 6 января он в ретроградном движении перейдет в Рака. И еще на 2 месяца зависнет в Раке. Поэтому у нас, да, ретроградный Марс будет до конца зимы. То есть до 24 февраля у нас ретроградный Марс сначала во Льве. И это активная его фаза, да, когда у нас жизнь праздник, когда мы на движе, когда мы делаем очень много, когда у нас энергия бьет ключом, да, когда наши желания, можно сказать, исполняются, если мы очень сильно активно постарались, да, и когда Марс в Раке, это настроение, когда мы действуем под влиянием эмоций, да, то есть мы черпаем свое вдохновение для действий, да, из эмоциональной составляющей, то есть из отношения с близкими, из отношений с любимыми, то есть ради любимых мы готовы пойти на какие-то вещи, и либо же под эмоциональным состоянием мы делаем определенные вещи. И здесь я хочу сказать, чтобы вот эту историю очень сильно понимали как раз-таки водолеи первой декады, потому что для вас ретроградный Марс напрямую будет зависеть, по крайней мере, очень сильно будет влиять на вашу составляющую уже в декабре. Потому что, я думаю, вы 100% заметили, вторая половина ноября, когда Плутон уже из Козерога перешел в Водолея на ближайшие 20 лет, это случилось у нас 19 ноября. И да, водолеи первой декады очень сильно это ощущают. Это ощущают еще и, конечно, Козероги последних градусов, да. Ну и водолеи, кто родился прямо на стыке с Козерогами, прям очень мощно будут ощущать этот декабрь. Плюсом здесь еще Плутон находится в соединении с Венерой. А это всегда про уровень благосостояния, про те финансы, которые я имею, про то, как я выгляжу, про мои любовные, партнерские отношения. Потому что Венера же еще в данный момент находится в оппозиции с Марсом. А это всегда баланс мужского и женского или война мужского и женского внутри нас. Когда нам сложно в отношениях, когда мы не можем договориться, когда мы вместо того, чтобы договориться, гнем свою линию и хотим сделать, как мы хотим, да, дабы освободить там уровень своей свободы. Но здесь, я бы так сказала, есть такая ловушка, ребята, не пылите для того, чтобы конец декабря, по крайней мере, последнюю его неделю, это я говорю водолеем первой декады, не остаться в одиночестве, да, потому что одиночество это такая другая грань, не очень приятная для водолеев, поэтому здесь, дорогие водолеи, понимайте всю ответственность, аспект пройдет, момент пройдет, накал тоже пройдет и станет все совершенно по-другому, поэтому здесь задавайте себе вопросики, почему так происходит, почему отношения вас нервируют, вам сложно в этом, почему вас напрягает свой уровень благосостояния, почему вы считаете, что вы мало зарабатываете, в том числе потому, что Венера в соединении с Плутоном это всегда про деньги, это всегда про уровень заработка, почему не хватает, недостаточно, ну естественно Марс, который во Льве, хочет праздника, хочется в этом декабре вам повеселиться, потусоваться, хочется очень много чего сделать, но здесь будет такой, я бы сказала, момент внутреннего непозволения. Или наоборот, душа пойдет в пляс, и потом все вопросики придется решать в январе. Но это уже будет другой вопрос.
пока декабрь. Также в первую неделю у нас еще развернулся и Нептун из ретроградного движения. Но здесь я скажу, ребят, что как раз-таки водолеям первой декады очень даже удачно и хорошо это событие только на руку. И, конечно же, Уран, который еще идет у нас в ретроградном движении, и до конца февраля он будет в ретроградном. Здесь, ребят, креатив, творчество, действие. Поэтому водолеи первой декады максимально включайтесь в работу, в занятость, в деньгозарабатывание, подключайте творчество, креатив, новые подходы, делайте работу над ошибками, то, что не получилось сделать ранее. Отлично, здесь все будет у вас с этим хорошо. Поэтому я бы сказала, на месте сидеть нельзя, и пока Марс находится во Льве до конца декабря, нужно максимально сделать сколько сможете и даже больше. Это я сказала про водолеев первой декады. Водолеи второй декады, ребята, знаете, что в этом декабре у нас Юпитер как раз таки идет по второй декаде Близнецов, а значит делает прекрасный трин к водолеям второй декады. Да, ребят, здесь у нас также скажу еще, что Лилит у нас идет по второй декаде Весов, и пока очень сильно влияет на ваши страхи. И здесь нужно понимать, что аспект Юпитера и Лилит — это гармоничные аспекты и там на водолеев второй декады будут очень положительно влиять, если вы будете действовать. Но, как правило, на этих аспектах очень часто Юпитер — это про поездки, про путешествия, про свои финансовые возможности в том числе. Если вы начинаете усиленно зарабатывать на таком аспекте, вы начинаете понимать, как легко это получается. Вы думаете, что это удача ко мне пришла, вот это повезло, как все складывается очень хорошо и отлично, причем все, что давно хотелось очень сильно, но Лилит же вытаскивает у нас из подсознания все наши тайные желания. И даже здесь все наши тайные желания и раскопки и страхи нам идут в плюс. Поэтому здесь водолеи второй декады в этом декабре, ну, пожалуйста, идите в свое социальное развитие, идите в свое хорошее, прекрасное, интересное деньгозарабатывание, находите себе работу, в которой вам будет хорошо, в которой вам будет комфортно. Да, это же очень классно, это же очень хорошо. Но, как правило, когда я рассказываю, интерпретирую гармоничные аспекты, у людей много не сбывается. Почему? Потому что при таком гармоничном аспекте Юпитера очень часто люди просто тратят деньги. Вот просто тратят деньги, отправляются на шопинг, покупки и тому подобное. Я не скажу, что это плохо, иногда тоже это нужно сделать, себе позволить, например, если вы давно этого не делали, да? Но если же у вас есть момент как-то подняться в социальном статусе, то я бы этот момент не тратила на траты, на покупки, потому что потратить захочется много, пройдет момент, и вы скажете, как-то вот все потратилось, а что сейчас-то делать? А момент вот этот вот удачи, когда в работе получается все хорошо, легко и задорно, и не страшно делать то, на что раньше не был, как бы не осмеливался, да, момент уходит. Поэтому вот я бы сказала, водолеи второй декады, постарайтесь не тратить, постарайтесь лучше работать, и будет вам хорошо. Водолеи третьей декады, здесь, ребята, скажу, что Уран, конечно, делает ретроградный Уран, делает напряженную квадратуру к вашему Солнцу в транзитном карте, поэтому здесь захочется проявляться как-то по-новому, жизнь будет заставлять проявляться по-новому, будут случаться ситуации, которые будут все равно заставлять проявлять креатив, как-то нестандартный подход к решению задач. Поэтому здесь либо вы сами проявляетесь неординарно, нестандартно, необычно, по-новому, как-то ищете новые источники заработка, да? Либо жизнь заставляет это делать все равно, потому что квадратура Урана — это, как правило, разрушающий такой момент, когда хочется вот так вот как-то вот выпендриться, да, но не все это понимают, да, поэтому здесь постарайтесь максимально продуктивно, четко и честно этот момент вот себе, я бы так сказала, решить и понять, что все-таки нужно идти в новое, ребят, потому что водолеи третьей декады все-таки через полтора года, все равно, когда кармические узлы перейдут в ваш знак, все равно будет этот вопрос, а что я сделал такого интересного, классного, креативного, творческого, чего бы мне самому, моей душе было бы классно, да? Поэтому вот такая задачка в самом начале на весь декабрь.
декабрь, я сказала бы, ребята, да, это мы только начали декабрь, вот такая, если коротенько, глобальная такая энергия на этот декабрь, мощная, объемная, водолеем в 7 декад есть что делать, но здесь, конечно же, в каждую неделю, в каждый момент времени есть определенные нюансы, что бы нам такого делать, что нам такого не делать. И да, следующий такой очень яркий момент на небе, это у нас полнолуние. Полнолуние у нас будет 15 декабря, ребят, полнолуние у нас будет в Близнецах. И здесь, конечно же, скажу, что в само это полнолуние у нас на небе будет точная квадратура Сатурн и Юпитер. Это всегда история про то, хочу ли я тратить, хочу ли я копить, достаточно ли я заработал или нет, достаточно ли я развиваюсь, кто я вообще по жизни, да? Такой момент, мне вообще важен социальный рост, развитие, или вот мне вот в своей вот каморочке вот так вот хорошо сидеть, да? Здесь у каждого свои вопросы, здесь у каждого свои ответы, вы прекрасно понимаете, что это общий гороскоп, да? Но под Новый год однозначно всегда эти вопросы встают, с учетом того, что у водолеев еще скоро начинается свой персональный Новый год, да, поэтому, ребята, однозначно черту подводить надо, итоги года, я бы это так сказала, и они такие будут максимально честные в декабре, потому что вот эта квадратура, она у нас будет аж под бой курантов на самом-то деле, да, вообще эта история и декабря, и января, и февраля, Юпитер в квадратуре с Сатурном, это история финансов, социального статуса, развития, поэтому здесь, я бы сказала, очень важно развиваться. Идем дальше. И следующее очень мощное событие у нас на небе, это зимнее солнцестояние 21 декабря. Хотел сказать традиционно, но бывает год с годом не сходится. В этом году это 21 декабря. Солнце переходит в знак Козерога. И я скажу так, что с этого дня, ну, у нас на небе вообще, в принципе, на эту дату складывается такой большой квадрат. Это сложная конфигурация, где необходимо все-таки владеть своим уровнем финансов, все четко отслеживать. При этом, если что-то где-то не стыкуется, не получается, необходимо, конечно же, уметь договариваться. Меркурий уже не ретроградный, но по-прежнему в Стрельце. Это прекрасная коммуникация. Прекрасно получится договориться вообще, в принципе, у водолеев, у всех водолеев. Поэтому, ребят, если что-то будет идти не так, максимально качественно договаривайтесь. Старайтесь сделать больше, чем получается на настоящий момент. Старайтесь не пасовать перед трудностями и не позволять своим страхам сковывать вас. Это я хочу сказать вот как раз таки со дня солнцестояния у нас Лилит переходит в третью декаду весов, а значит будет делать трин к водолеям третьей декады. Но при этом, ребята, к концу зимы скажу, что у водолеев первой декады Лилит будет делать к вашему солнышку в транзитных картах, будет делать квадрат. Поэтому здесь, если вы, водолеи, первой декады не начнете разбираться со своими мощными глобальными страхами, почему вы не идете в развитие, почему вы не до сих пор не там, где вы прекрасно понимаете, где вы хотите быть, почему вы столько не зарабатываете, почему ваши отношения не такие, какие вы себе представляете, ну и вообще все те пунктики, по которым у вас к самим себе вопросы, а вы знаете, водолеи, совершенно не глупый знак зодиака, вы прекрасно все про себя знаете, не прячьтесь, придет Лилит в конце февраля и будет, я бы так сказала, уже задавать вопросики. То есть после дня рождения открываются к вам вот эти вот моменты с Лилит, и вам на самом-то деле будет уже страшно на другом уровне. Прям сильно-сильно страшно, потому что здесь Лилит в квадратуре, это всегда, когда мы реально очень сильно боимся наших страхов. И сложнее будут даваться все эти ситуации, которые будут нас, эти страхи, помогать нам из себя вытаскивать. Поэтому вот такая история начинается с Лилит у водолеев, с зимнего солнцестояния. И да, ребят, идем дальше. У нас еще одно очень мощное и важное событие.
я бы так сказала, в декабре. Это последний день уходящего года. 31 декабря, ребята, у нас не просто последний день уходящего года, это еще у нас и новолуние. Новолуние у нас в Козероге. Новолуние у нас в Козероге, начинается новый лунный цикл. И, пожалуй, скажу вам, что здесь мы, конечно, все с новым лунным циклом себе на месяц, да, на 29 дней вот такой план расписания распишем. Да, все то, что, можно сказать, загадаем, распишем, будет на нас влиять в ближайший месяц. Что скажу на небе? Да? На небе у нас, в принципе, от солнцестояния до новолуния у нас вообще, в принципе, такой аспект Венера в квадратуре с Ураном. Здесь, ребят, под Новый год, да, чтобы не прийти к полнолунию и к бою курантов, вот я бы так сказала, в одиночестве, постарайтесь не пылить. Особенно хочу сказать это водолеям третьей декады, потому что это действие Урана напрямую, когда напряжение такое, и мы не справляемся, мы, как правило, все ругаемся с близкими. Ну, кто всегда попадает под горячую руку? Те, кто рядом, и те, кто больше всего нас любит. Да? Поэтому здесь водолеи третьей декады. Постарайтесь не ругаться с близкими, когда все будет из рук валиться, когда вы будете очень сильно переживать, когда будут несостыковки в работе, в делах. Это не так страшно на самом деле. Главное найти нужные слова для того, чтобы, когда мы переходим из года в год, я понимаю, что это всего лишь календарная дата, но для многих людей она означает очень много. Да? И здесь такой момент, постарайтесь найти нужные слова, потому что вы все-таки у нас творческий, креативный, умный знак. Подберите все те важные слова для своих любимых, близких, чтобы не остаться в одиночестве, потому что пройдет аспект, он уже там, потом дальше он уже там развалится, и все, и в январе его уже не будет, но все-таки вот эта неделя до Нового года, она для водолеев третьей декады будет сложновата. Постарайтесь, ребят, не пылить. У водолеев первой декады, конечно же, Плутон идет по вашему знаку, да, и здесь, конечно же, точная оппозиция будет в это новолуние. У нас ретроградный Марс в оппозиции с Плутоном, и, конечно же, водолеев первой декады будет очень сильно трясти, будет очень много сил, очень много, я бы сказала, вот такой дерзости, даже злости может внутри, да, поэтому здесь постарайтесь тоже не рубить сгоряча. Водолеи второй декады, на вас так очень сильно не будут влиять эти аспекты, да? Но тем не менее вы будете чувствовать задор, драйв, активность и наслаждайтесь моментом. Если вы решили им наслаждаться, тогда наслаждайтесь по полной. Но знаете, все Лилит все равно будет вытаскивать потаенные ваши желания, но, по крайней мере, ситуации, которые будут создаваться, да, для того, чтобы вытаскивать все вот эти ваши страхи, они будут со знаком плюс. То есть, несмотря на то, что если все произойдет, подобрав нужные слова в любой сложной, казалось бы, на момент ситуации, все равно получится разрулить. Поэтому разруливайте, не волнуйтесь, не тушуйтесь. И да, ребят, вот мы перешли уже, я бы так сказала, границу года. Мы в январе и идем дальше. В начале января у нас на самом-то деле такие события. Это как Марс, во-первых, у нас переходит из Льва в Рака, да, и это у нас случится 6 января. Здесь уже эмоции станут немножко другие. Это не сразу вот так вот прям оп, и все, мы сразу стали чувствовать по-другому. Нет, несколько денечков еще у нас будет такое ощущение праздника, а потом уже начнет такое эмоциональная составляющая, да, то есть для того, чтобы что-то сделать, нужны будут вот эти эмоции. Кому-то нужно будет очень много эмоций для того, чтобы подняться, что-то сделать. Советую все-таки искать свою мотивацию не в эмоциях, хотя будет такой большой соблазн залениться, потому что Марс в Раке все-таки так любит полениться, да? Что у нас еще? Что у нас еще? Здесь у нас, конечно же, следующее мощное событие на небе, это 12 января. Да, ребят, 12 января мы с вами будем ощущать такое очень сильное и интересное на небе событие. Это смена кармических узлов. Они меняют свою ось. Они переходят из Овна, Весов, в знак Рыбы.
Девы. И здесь, конечно, скажу, что водолеи, первая декада очень сильно почувствуют свою задачу, мощь, действие, что как будто нужно вот прям идти вперед, делать, развиваться. Мало того, что Плутон, я бы так сказала, всеми силами как бы на это намекает, да, что нужно становиться сильнее, подниматься на ступеньку выше, брать новые финансовые планки, да, новые вообще в принципе задачи в бизнесе в том числе, потому что Плутон — это планета бизнеса, ребята, это планета больших денег, либо трансформации, да, что из этого выберете вы. Но да, для того, чтобы прийти в принципе к новому уровню жизни, необходимо трансформироваться, да, необходимо, я бы сказала, выбросить старое, выбросить свои старые привычки, поменять их на новые, да. То есть я не говорю в прямом смысле, нужно прям выбросить все, что есть в своей жизни, и прям вот новенькое занести. Да? Ну, во-первых, это все идет из головы. То есть если вы понимаете, что вам не хватает для силы, для активности, для бизнеса спорт, начинайте заниматься спортом, потому что спорт — это в прямом смысле для активности, для действий, для мотивации и для денег в том числе. Поэтому да, здесь водолеи первой декады очень сильно прочувствуют такую всплеск энергии к развитию, да, и развивайтесь, ребят. Водолеи второй, третьей декады очень сильно смену кармических узлов не почувствуют, я вам так скажу, но только на внутреннем таком каком-то плане, кто очень сильный интуит, да, потому что на момент перехода как раз-таки кармических узлов северный узел начнет свое соединение с Нептуном, и только те, у кого очень сильный, мощный Нептун в натальной карте, и вы с ним очень классно справляетесь, вы однозначно прочувствуете, да, Водолей. Поэтому вот такая история. Это 12 января кармические узлы меняют знак, и на момент смены, я бы так сказала, вот этих кармических узлов у нас на небе опять же будет, я бы так сказала, такой большой квадрат. Это история про то, что кто мы, куда мы идем, зачем мы идем, наше будущее, наше мировоззрение, как это на нас влияет, как мы в этом развиваемся, да? Развиваемся ли мы вообще в принципе по жизни. И именно те водолеи, кто по жизни не развиваются, но очень сильно хотят, очень смотрят на других людей и спрашивают, ну как так у них получилось? Скажу вам так, дорогие водолеи, вы очень гениальны, сложный, воистину сложный, непростой вообще знак, и вся ваша гениальность, которую вот вы прячете, да, вот это вот очень такое плохое, правда, ну никак не могу по-другому назвать, могу назвать еще другими словами, да, но они такие гораздо обидные, да, поэтому здесь плохое качество прятать весь тот интеллект, который есть у вас, потому что он вам дан для того, чтобы вы развивались, для того, чтобы вы вот все свои знания, умения, навыки, а водолеи умеют все. Ну, реально, спроси водолея, что водолей не умеет, он будет сидеть и долго вспоминать, чего же он не умеет, да. Ну, наверное, быть нормальным, да, вот такая вот история. Хотя, когда водолей начинает жить нормальной, обычной жизнью, это такие водолеи, которые сами себе не нравятся. Поэтому, ну, если, конечно же, в вашей натальной карте не сильный Сатурн такой, очень, который держит вас, да, поэтому здесь вот такая история. Но водолеи, не забываем, ваше Солнце находится в Водолее, да, то есть вы не восходящий Водолей, а ваш знак зодиака Водолей. То есть вы по природе своей из всего креативного, нетрадиционного, гениального, необычного черпаете, я бы так сказала, силы для развития. Поэтому старайтесь все-таки иногда, когда вы понимаете, что вы заскучали, не идете в развитие, не идете в нечто новое, начинайте внедрять нечто новое. И вот как раз-таки вот смена кармических узлов будет об этом напоминать. И через 1,5 года, когда кармические узлы войдут в знак Водолея, Водолей Лев, да, здесь начнутся уже такие большие, очень мощные задачки и вопросики для вас. Что же вы все-таки по карме хорошего делаете, а что же вы не делаете, где вы упускаете, да? Поэтому здесь, ребят, скажу так, вопрос 1,5 лет еще немножечко, я бы так сказала, может засидеться, но нет, у нас 7 июля меняет Уран, знак зодиака переходит в Близнецы, здесь все водолеи прям очухаются, встрепенутся, начнут яркое, мощное развитие, и это будет классно на самом деле. Идем дальше, ребят, следующее событие у нас в январе, это полнолуние 14 января, полнолуние у нас будет в Раке, на момент полнолуния Луна будет в соединении
с Марсом, который ретроградный, и да, в оппозиции с Плутоном у нас это будет добро. И я скажу так, что для водолеев первой декады продолжаются все эти эмоции смены кармических узлов своей оси. Для водолеев, я скажу, второй декады продолжается активная, мощная работа, действие, но при этом полнолуние — это всегда такой момент очень эмоциональный. Очень эмоциональный. Полнолуние в Раке — это всегда события, связанные с нашей семьей, с нашими близкими. Постарайтесь здесь не пылить, не ругаться, потому что полнолуние вроде как в Раке, но Луна в соединении с ретроградным Марсом. Когда мы вместо того, чтобы правильно выразить эмоции, начинаем ругаться, скандалить, пылить, эмоционировать еще больше для того, чтобы якобы себе создавать такую почву для скандала и потом силы, эмоции, мотивацию отсюда черпать для погашения этого конфликта. Да? Постарайтесь в это полнолуние сильно не пылить, не ругаться с близкими, потому что я скажу так, что с этого полнолуния 14 января до следующего события, это новолуние 29 января, то есть эти 2 недели у нас будут либо 2 недели эмоций, неважно каких, да, либо это будут 2 недели возможностей, активных действий, деньгозарабатывания, финансовой составляющей, потому что здесь, скажу я, у нас Венера будет в соединении с Сатурном как раз таки на момент полнолуния, и потом она будет проходить дальше по рыбам, да, но при этом здесь история того, что это хороший момент деньги зарабатывать. При этом, если их тратить, получится на прихоти, на бренды, потратить получится быстро. Я же все-таки советую сохранять финансы в этот момент времени, но не волнуйтесь, сейчас мне скажете, напишите: Женя, ну когда же тратить? Хочется тратить. И есть в феврале классное время, там 2 недели, когда можете тратить сколько угодно, сколько вместится, да? Там на самом-то деле очень классные моменты для финансовых вложений, вообще в принципе для покупок, они будут такие классные, радостные. Но вот сейчас в январе постарайтесь все-таки больше зарабатывать, откладывать, нарабатывать свою финансовую составляющую, потому что все аспекты для этого как раз-таки на небе-то и есть, да? Поэтому здесь постарайтесь в полнолуние 14 января не эмоционировать, а понять, почему так происходит, сделать внутреннюю работу над ошибками. Это я ко всем водолеям сейчас обращаюсь. И как раз-таки в эти 2 недели максимальный свой запал пустить в работу. Ну и да, дорогие водолеи, там, конечно же, солнышко переходит у нас в знак Водолея, и последняя неделя, чуть больше января, у нас как раз-таки уже ваши дни рождения. И естественно, что под ваши дни рождения у нас всегда разворот Урана. Да, ваш прямой управитель последний день января развернется, все закончится его ретроградное движение 31 января, но, естественно, неделю к этому моменту он будет останавливаться, замедляться, затормаживаться, поэтому все те, у кого дни рождения в этот момент, у вас будет такой немножко вакуумный момент, да, плюсом у нас еще новый лунный цикл запускается 29 января, это, ребят, у нас новолуние, естественно, в Водолее, да, у нас там Плутон в Водолее, Меркурий в Водолее, Луна в Водолее, Солнце Водолей. То есть планеты, которые мы чувствуем, плюс еще подкрепление такое с Плутоном, еще необходимо действовать, а захочется прям проявить все свое водолейское чутье, нутро, да, поэтому все те, у кого дни рождения в последней неделе января, вы будете чувствовать прям водолейскую, максимально вам захочется нечто нового, обновления, мощи, классного такого внутреннего желания, пробивного, действовать активно. И действуйте, я вам так скажу, потому что все эти планеты будут в классном, шикарном трине с Юпитером. Юпитер еще ретроградный, но его ретроградность закончится 4 февраля, поэтому здесь он еще пока не останавливается. Водолей первой декады на свой день рождения максимально заряжайтесь, потому что мы все прекрасно знаем, что у нас очень много сил и бодрствования, этого прям задора и активности по жизни именно в районе нашего дня рождения. Поэтому используйте эту энергию, которая дана вам по праву, максимально действуйте, и будет у вас все классно получаться. Водолей второй же декады, вы тоже будете чувствовать всю эту силу,
только без, конечно, такого мощного влияния Плутона, потому что Плутон в первой декаде еще, я бы так сказала, тусуется. Здесь у вас просто энергия полегче, здесь Юпитер, он как бы говорит: ребята, действуем, учимся, обучаемся, может куда-то поехать, может что-то интересное сделать, и так будет для вас хорошо. И это новолуние 29 января зарядит вас на весь месяц очень даже хорошо. Водолей третьей декады, ребята, здесь Уран разворачивается в работе. Все те, кто, вот сейчас скажу, владеет энергией Урана в своей натальной карте, то есть вы прекрасно можете пережить все новое, несостыковки в планах, когда идут какие-то обнуления, то есть все резко меняется, да, то есть когда жизнь была одной и на 180 развернулась, и вы это воспринимаете нормально, и вы воспринимаете это как нечто обычное, слава богу, наконец-то все поменялось, теперь будет все отлично, действуйте. Тогда эта неделя, последняя января и новолуние, будет для вас прекрасным таким, я бы сказала, плацдармом для действия, для развития. Очень даже хорошо. Все те, кому сложно пережить обнуление, какие-то изменения, постарайтесь с ними максимально научиться жить. Это понадобится для будущего, ребята. Тогда, конечно же, на конец января сильные планы не строите, да. И здесь, конечно, скажу, что водолеи третьей декады еще полгода 2025 года, забегаю, да, вперед, для вас будет момент научиться жить по-новому, внедрить нечто новое в своей жизни, в работе, в карьере, и это будет на самом-то деле вам на руку. Кстати, ребят, кто не смотрел годовой прогноз на 2025 год, в конце этого видео прикреплю, обязательно посмотрите, для того, чтобы спланировать свой год, выстроить планы и потом не переживать, что что-то пошло не так, а гороскоп уже давным-давно вышел. И вот мы уже в феврале. Да, дорогие, как и говорила, 4 февраля у нас заканчивает свое ретроградное движение Юпитер. Водолеи второй декады очень сильно почувствуют теперь активность и ускорение. То есть вся та работа над ошибками, все те моменты, в которых раньше не могли разобраться, все, что связано с Юпитером, теперь пойдет на ускорение. То есть можно планировать нечто новое, связанное с работой, новое продвижение, новые какие-то проекты, новые какие-то покупки, планы, поездки в том числе, да, будет получаться хорошо, будет получаться интересно с учетом того, что и растущий цикл, да, плюсом как раз таки здесь и покупки, про которые очень часто меня все спрашиваете, да, ребят, ну скажу, что у нас пока первая неделя февраля у нас Венера находится в соединении с Нептуном. Здесь размытые такие желания в тратах, я бы здесь очень сильно много не тратила, но, по крайней мере, водолеем первой декады можно, водолеем первой декады можно, водолеем второй и третьей декады пока вот попридержите, пожалуйста, свои аппетиты. Вот уже со второй, третьей и четвертой недели, я бы так сказала, февраля, тратьте. Почему говорю, что это такой хороший момент для трат, да? С 9 февраля начинает классный секстиль сходиться Венера с Юпитером, поэтому здесь хорошее время открывается для трат. Траты, покупки, смена имиджа. То есть, если вы хотите стать более заметным, потому что Венера у нас в Овне, и хочется стать более заметным, выделиться, можно сменить имидж, нечто новое внести. Прекрасный аспект Юпитера будет давать вот эту гармонию в шопинге, в покупках, да, прекрасные будут покупки. Почему говорю, что сейчас хорошее время? Ребят, со 2 марта, да, забегаю вперед, уже у нас Венера будет ретроградной, поэтому здесь, конечно же, 2 и 3 неделя февраля прекрасно подходят для покупок, для трат, для смены имиджа, образа, одежды. Очень хорошее для этого время, поэтому дерзайте все те, кто давно хотел, потому что когда Венера будет ретроградная, с этим будет сложно. Все покупки покажутся странными, необычными, ненормальными, да, потому что Венера-то потом ретроградная пойдет обратно к рыбам в соединении с Нептуном и будет очень сильно переживать. Также история с Венерой — это всегда отношения с любовниками, с любовницами, да, это всегда любовные отношения, поэтому
поэтому здесь, дорогие, понимайте всю свою ответственность. Очень интересные отношения будут складываться как раз-таки перед ретроградной Венерой, как раз-таки в феврале захочется вот этих вот классных, интересных, бурлящих отношений. И почему бы нет? Почему бы нет? Но момент, когда наступит ретроградная Венера, она у нас будет со 2 марта и до середины апреля. Здесь, ребят, скажу так, что в этот момент будьте аккуратны со всеми вопросиками в отношениях, особенно если вы вот сейчас вот с февраля уходите с этими отношениями в март, да, то понимаете, что там будет такой, я бы сказала, работа над ошибками, вопросы, которые не были пройдены в феврале. То есть все те ситуации, в которых вы смолодушничали, не пошли там какие-то откровенные моменты, да, то в период ретроградной Венеры они будут скрываться как-то по-другому. Да. То есть и здесь и вопросики могут с бывшими снова подняться, которые там бывшие уже много лет как не бывшие, но тут они снова появились на горизонте. Такое тоже бывает, не очень часто, но бывает. Там бывшие покупки, которые вы как-то сделали, вы вспомнили, и вам перехотелось, например, это носить, да. То есть все, что связано с Венерой. С Венерой еще связан наш образ, наш внешний вид, поэтому всем хочется обычно на ретроградной Венере вернуться к тому старому своему представлению, как, например, вы раньше выглядели. Но проходит ретроградная Венера, вы понимаете, что эта история уже в прошлом, она отыграна, так все, хочется вот снова стать, как я была, нормальной, да. Поэтому здесь вот такая история. Все, что хочется сделать своим внешним видом, с финансами, с любовью, отношениями, конечно же, в феврале прекрасное для этого время, со 2 недели. Дерзайте, ребята. Девчата, все будет отлично, все будет хорошо получаться. Да? По крайней мере, когда уже Венера откатится от Нептуна, это случится там 9-10 февраля, ну и дальше мы идем, ребята, к полнолунию. 12 февраля у нас полнолуние во Льве. На момент полнолуния и Солнце, и Луна будут в квадратурах с Ураном, и здесь захочется нечто прям вообще по-новому. Поэтому все те моменты, вопросики, которые возникают, естественно, в жизни, на Водолеев 3-й декады очень сильно повлияет это полнолуние. Здесь захочется прям все поменять, с чистого листа начать, обнулиться. Все те, кто будут продолжать тянуть всю ту лямку, которая не нравится, будет как-то сложновато идти, все-таки нервы будут не выдерживаться. Постарайтесь с близкими, на близких не кричать, на детей в том числе, потому что полнолуние во Льве всегда связано с детками. И здесь постарайтесь быть очень аккуратны, не наговорить очень много слов, да, лишних, о которых потом будете сожалеть и переживать. На Водолеев 2 и 1 декады очень сильно это полнолуние не повлияет. Вот сразу так скажу, на вас повлияет желание покупок, любви, лемур, отношения, поездки, путешествия. Здесь вы будете немножко на другой волне. Полнолуние это будет очень влиять на Водолеев 3-й декады. Ребят, ну да, уже говорила, что все-таки для вас это будет такая эмоциональная зима, и здесь необходимо понимать, почему эти эмоции есть, почему они существуют, да, и что с ними нужно сделать. А эмоции очень часто у нас возникают тогда, когда мы с чем-то прям не согласны. Когда вот прям мы понимаем, что что-то должно быть не так, но мы почему-то не доходим к этому и не хотим это признавать. Понимаете, где вы не позволяете своему внутреннему ребенку развиваться, почему вы не идете в ту жизнь, которую вы хотите, и задавайте себе правильные вопросы. Для того, чтобы не загнать себя под ковер, а для того, чтобы начать развиваться. Я про это, ребята. Да? Ну и что, как говорится, идем дальше. 24 февраля у нас заканчивает свое движение ретроградный Марс. Слава нам, что мы выдержим это эмоционально нестабильное время. Нестабильное время не только даже если не мы будем пылить, наши близкие ведь тоже будут эмоционально нестабильны. Поэтому понимаем, что естественно, что у нас ретроградный Марс заканчивает свое ретроградное движение в оппозиции с Луной. Конечно же, нас будет штормить, мы будем говорить, что мы где-то не согласны, что мы устали, что нам надоело вот это отсутствие развития. И это на самом-то деле нормально. На момент выхода из ретроградного движения и Луна, и Марс будут в квадратурах с Венерой. Поэтому, ребят, скажу так.
постарайтесь свое вот это мужское и женское внутри, я бы так сказала, договориться, да, утихомирить, понять, почему где-то мы летим как оголделые, почему где-то мы наоборот не действуем. И здесь нужно вот эту историю очень сильно понимать. Подойдя к мудрости к концу февраля, получится не так много натворить дел. Поэтому здесь, да, не натворить дел в плане даже эмоциональные покупки не совершить, да, потому что эмоций все равно будет много. Отделяйте, пожалуйста, эмоции от действий и понимаете, что в любой момент, даже в покупках, в любовных отношениях, в сказанных словах, нужно иметь все-таки смысл, нужно понимать, для чего мы все это делаем. Потому что астролог говорит, кто-то понимает по-разному, и в жизни происходит то, что происходит. А все-таки ответственность за свою жизнь мы несем сами, и было бы очень классно, чтобы слова, сказанные не впопад, вот в эти 3 месяца зимы я бы сказала, не испортили нам жизнь, да, чтобы вот не пришлось ответственно потом все это исправлять, да. Поэтому здесь постарайтесь на эмоциях не пылить, потому что ретроградный Марс — это всегда, когда нам нужно прикладывать вообще очень много действий для любых своих каких-то свершений. И очень сильно не хочется. И когда мы, естественно, очень много сил прикладываем, да, у нас уже эмоции вот прям вот так подгоняют, и мы уже начинаем пылить. Поэтому не пылите, мои дорогие. И я понимаю, что сложно, и я понимаю, что и бывает иногда на грани невозможно, да, но все-таки мы люди, нас отделяет это от других животных, и у нас есть мозг для того, чтобы подумать. Ну или в конечном итоге потом исправить, да. Последнюю неделю февраля уже будет ощущаться вот это влияние ретроградной Венеры, которое начнется в начале марта, поэтому здесь, конечно, хочется тратить много, хочется тратить красиво, но понимайте всю свою ответственность, да. В отношениях тоже хочется быть беспечными, хочется менять партнеров, чисто просто потому что вот как-то вот здесь погуляли, здесь интересно. Ну, конечно, пробовать экспериментировать, это тоже имеет место быть, но имейте, еще раз говорю, всю ответственность с этим. Только ответственность даст как раз-таки все те положительные эмоции для действий. Все-таки на небе у нас в феврале, большую часть февраля, Марс будет в трине с Сатурном, а это продуктивные, четкие и честные действия, даже в отношениях, будут давать нам положительные результаты, и все наши эмоции не будут потрачены просто так впустую. И да, ребят, закрывает эту зиму у нас новолуние в Рыбах 28 февраля. Очень эмоциональный день будет для водолеев второй декады. Будет очень такой момент, либо внутренне претензионный, да, либо будет очень активный, яркий и интересный. Все зависит от того, насколько вы владеете своим Юпитером в натальной карте. Для водолеев первые декады, я скажу, что это новолуние будет новым таким мудрым скачком, этапом к развитию. Да. Необходимо, ребят, развиваться, действуйте активно, действуйте, я бы так сказала, с опережением графика, и Плутон вам всячески будет способствовать к этому идти. Да. И Водолей третьей декады, понимаете, что уже совсем активно разогнался Уран, и здесь, конечно же, новые возможности, новые действия, новые креативные дела, которые вы будете делать, будут очень-очень хорошо на вас сказываться. Поэтому старайтесь максимально отходить от старого, идти в новое для того, чтобы как-то менять свою жизнь. И скажу, что этот новый лунный цикл должен принести много мудрости на самом-то деле. Хоть и март не будет простым, хоть март не будет легким, я бы так сказала, в эмоциональном вообще плане, я бы сказала, что март будет продолжением февраля, особенно для водолеев третьей декады, поэтому, дорогие, запаситесь, я бы так сказала, мешком эмоций, переходите от эмоций к действию, потому что эмоции очень часто возникают, когда мы
Понимаем, что нам нужно делать, но мы этого не делаем, не хотим делать и упираемся до последнего. Не упирайтесь, ребята, просто идите в свое развитие, идите в свое будущее, и тогда все будет хорошо. Дорогие мои любимые водолеи, хочу сказать, что это был ваш гороскоп на эту зиму. Зима будет, правда, очень эмоциональная для каждой декады водолеев, как вы видите, совершенно по-разному, и здесь нет определенного четкого алгоритма, у всех как одну. Плюс вы еще понимаете, что это общий гороскоп, у всех еще есть домарная сетка, у всех еще дополнительные будут события. Для кого-то этот гороскоп отыграет 100%, у кого-то совсем чуть-чуть, а у кого-то вообще немножечко по-другому. И кто-то скажет, зачем я бы не посмотрел этот гороскоп ранее. Очень часто, к сожалению, мне так пишут, потому что у многих сходится. Да, ребят, ну и понимаете, что когда у нас есть определенная сила, да, чем больше силы, тем больше ответственности. И, естественно, тем больше возможностей. Реализуйте все те возможности, которые даны вам по праву рождения, ребят, по праву рождения. Развивайтесь и реализовывайте все свои навыки, которыми вы владеете. А вы знаете и умеете очень много. Поэтому мне всегда так безумно жалко, когда водолеи не развиваются и живут жизнь, потому что их окружение говорит, да будь ты уже нормальным человеком. Но водолей — это тот, кому нормально неинтересно, а хочется с изюминкой, хочется креативно, хочется не как у всех. И пусть этот креатив проявляется не для того, чтобы кому-то насолить, с кем-то поругаться, а пусть этот креатив проявляется как раз-таки в развитии, в изобретении нечто нового, в изобретении самого себя и своей новой жизни. Поэтому, ребята, действуйте. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, я с удовольствием отвечу в режиме свободного времени. Ну а самых отважных и дерзких жду на консультации. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам классной зимы, больше действий, меньше эмоций, и тогда жизнь станет гораздо интереснее. Пока-пока.